4-й день на острове и едем на бесплатном автобусе смотреть на север. Поехали смотреть ближе к окраине города дом в аренду снять. Вчера пытались посмотреть квартиры, но у нас не очень получилось, потому что квартира не подходит под регистрацию фирмы на определенный адрес. И если арендовать квартиру, то потребовалось бы еще арендовать и отдельно офис. А это еще, ну, $1008. И это уже дороже, чем снимать большой дом с возможностью зарегистрировать компанию. Ну, поэтому имеет смысл посмотреть. Мало того, дом значительно больше размером, и это нам, конечно, привычнее. Хотели посмотреть парк по пути к просмотру дома, и вот вроде вот он здесь есть. Ну, вот квадратик зеленый такой, там что-то написано, а по факту это вон те кусты. Я бы здесь жила. Кстати, нам туда. Да, нет, перемешку. Новый красивый дом. Большой, ну это, по-моему, многоквартирник. А вот там вот дальше старый дом. Вот такой вот шедевр. Тут люди местные украшают. Ну, это такой своеобразный стиль. Я не знаю. Я бы не смог так украшать дом. Мне больше такая лаконичность нужна. А здесь, ну, прям прикольно. А мы потерялись. Дорожные работы идут, да? Регулировщик. Застали какую-то стройку посреди дороги. Что делают, не знаю, прокладывают коммуникации. Там вон что-то написано. Но для меня это еще непостижимый уровень прочитать, что они делают. Такой вот дом смотрим. А вот эту фотку я помню, что это в объявлении она слегка была приукрашена. Прям подкрасили ее. Слушай, ну пространства хватает, но есть лестница на 2-й этаж, там еще две спальни. Такая вот прихожка. Крыльцо. Написано? Вода, наверное. Water Station написано. Точно. Черт, это вода. Это вода. Это автомат по продаже воды. Ехали посмотреть еще один дом. Что это, восток, да, города? Думали, тут старый район, стрёмное жилье. Направо. Ну тут мило. А тут классно прям. Снимать буду на очень широком углу, чтобы увидеть все.
смотрели сейчас вот этот дом. По объявлению он был такой же, как предыдущий, вроде маленький, все. Но в реальности, ну тут как бы не больше нашего. Тут, я не знаю, а стоит, ну, как квартира квадратов на 50. Район такой тихий. Красота, тишина на окраине. Супермаркет местный. Ну это же прикольно, когда можно вечерком в тапочках сходить в супермаркет, вот купить клубнички, помидорок. И вновь у нас чемоданное настроение. Нужно покинуть отель для того, чтобы переехать на квартиру, заказанную через Airbnb. Номер для нашей семьи слишком мал. Я вам расскажу одну душещипательную историю о нашем, еще одном нашем путешествии маленьком здесь, в Тайчжоне. Первые дни. На 5-й день аренды в отеле, ну, жития в отеле, мы решили сменить локацию. В том смысле, что поменять на квартиру Airbnb, чтобы увеличить немножко площадь, потому что там уж совсем тесный номер был, и при этом платить в 2 раза меньше. Мы нашли вроде как по картинкам красивую квартиру, она действительно неплохая. Она побольше, там 2 спальни, зал нормальный, вот. Но там не была, так скажем, одна тонкость описана. Не был указан адрес. И мы не могли посмотреть, где именно эта квартира находится до того момента, как мы оплатим. Ну, мы решили оплатить на 9 дней проживания, потому что вроде как это лучший вариант, чем там 4 дня оплатить в отеле в 16-18 квадратных метрах вчетвером. Это очень неудобно. Соответственно, мы выбрали, мы посмотрели, что это даунтаун. Ну, вот видно по картинке вокруг. Я думаю, это понятно. Вот. И мы как бы не ожидали ничего такого. Нам дали адрес вон того отеля, который The Lin называется. Мы приехали туда. Это, по-моему, 5-звездочный отель. Нас выгрузило такси там. И мы сразу поняли, что что-то тут не то. По какой-то причине хозяева жилья не указывают адрес, точный адрес дислокации арендуемого жилья. И ты не можешь его предварительно никак идентифицировать, где, что. Вот приезжаем мы к 5-звездочному отелю, выгружаемся, у нас 2 детей, один в коляске, льет дождь. У нас 3 рюкзака на 3, достаточно увесистые, и 3 чемодана со сломанными колесиками. То есть мы как бы можем с трудом перемещаться. И оказывается, что ну сколько тут, метров 500 оттуда, да, нам говорят, вот тут Family Mart на углу, рядом, значит, чайный магазин. Чайный магазин оказался вот таким, то есть у них нет чая. Мы его искали минут, наверное, 10-15 под дождем, все промокли, устали. Я написал в итоге, чтобы нас встретили, нас вышли встречать, и тут каково же было наше удивление, когда мы поняли, что вход в Airbnb жилье будет через вот этот магазин, вон там дверцу, если видно. И сейчас мы пройдем, я покажу, как мы входили. Находится, как оказалось, на 4-м этаже вот этого здания. Лестница туда меньше метра шириной. Я там кое-где проходил боком. А мне нужно было еще поднять 3 чемодана, 2 рюкзака, ребенка, коляску. Ну, это было увлекательно. Сейчас пройдемся, я покажу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Здесь вот такой вот коридор, все заставлено коробками. Это лестница. В итоге коляска наша осталась стоять вот здесь. Вот эти повороты давались особенно весело. Она не то что просто узкая, она с изгибами. И она очень круто поднимается вверх.
И тут жарко и влажно, потому что весь пар из кухни идет сюда. На 4-м этаже. На 4-м. Да, а в квартире была фотография вот этого, вот этой спальни, вот этой ванны с туалетом, второй спальни Это моя. и зала наверху, но не было указано, что тут вот такая классная и очень удобная здесь для детей лестница. Номер-то неплохой, вид бомбический. Да, вид здесь классный. Здесь неплохой балкон. Да, если бы не было, если бы это была семья без детей, без 3 чемоданов, то, наверное, было бы неплохо. Район, ну типа коттеджного поселочка внутри города такого. Мне казалось, что, ну так, на первый взгляд, что здесь, ну, должны, и что это вроде как есть, но при проектировании каких-то вещей, ну, типа там улиц, спусков, там переходов, там таких вещей, должны учитывать, ну, всякие требования, типа там, как ходить с колясками, вот это вот все, да, там, как инвалиды будут передвигаться. Мне казалось, что здесь этому уделяют значительно больше внимания. Вот, но вот такой вот яркий пример вам вот сейчас. На удивление оказалось, что нет, здесь тоже не так, чтобы прям все идеально в этом плане. Я бы даже сказал, здесь почти так же, как у нас. И вот единственное, что подтверждается, это то, что мы когда смотрели на этот район, разговор был о том, что он классный, красивый, такой прикольный весь. Ну вот детская площадка, да. Время что около 8, еще не ночь. Такой самый вечер, чтобы погулять, сходить к тому уже 31 декабря. И я Новый смотрю, да, Новый год, и что-то никого вокруг нету на улице, вообще никого. Можно было бы подумать, что все люди дома сидят и отмечают, но я и в окнах-то света не вижу. Нет, так прикольный райончик, тихо, все, но он какой-то, не знаю, безжизненный, что ли. Вся эта красота как будто не используется. Может, это ошибочное представление, что типа один раз увидел и там, сделал далеко идущий вывод. Задавались вопросом, а где люди? На улицах нет, да, в доме свет не горит. Идем, значит, к своему отелю, слышим музыку. Подходим, играет музыка у торгового центра. Ну, то есть там концерт, классно, все, если бы не малой, мы бы там побыли. И вот они стоят на парковке, на въезд в парковку, на которой стоит, что 0 мест, и они стоят в очереди вот здесь. Если я правильно понимаю, что пока кто-нибудь... Вот, один выезжает, один заезжает. Там вот, смотри, там целая, это выше просто, не видно будет. Там целая парковка мотоциклов. Все люди в торговом центре. Посмотреть одну из квартир. А это в 5 минутах ходьбы. Вот такой парк во дворе между домов. Это чуть ли не единственное место рядом, там, в 10 минутах
этой квартиры, поэтому мне же важно посмотреть, увидеть это, записать. О, паровоз какой-то. Вот, и сейчас мы еще пойдем посмотрим школу перед тем, как саму квартиру смотреть. Каролинка выбирает себе питомца. Мы решили, что дочь заведет себе черепашку, и она у нее будет жить вот здесь, если мы вдруг арендуем, или вот здесь. Да, будет, короче, вот сюда приходить, ее кормить, играть с ней, с рыбками вот тут вот играть. А мы, если что, если выберем, будем жить вот в этом доме. Сейчас посмотрели эту квартиру. Ну, дом классный, квартира, конечно, не очень большая. Что, пойдем посмотрим, что есть вокруг. Сегодня едем в автобусе смотреть еще один вариант дома, который большой, красивый, вроде как, ну, короче, хороший дом, который может подойти нам для основания бизнеса. Мы вот сели в автобус, едем в ближайший, так скажем, пригород. Вот он, частный сектор по-тайваньски. Мама, пошли наверх, пошли наверх. Пошли наверх. Посмотрели дом, и Танечка хочет рассказать, какой он плохой, да? Дом 600 квадратов. Он огромный. Мгм. Это отдельный дом. Его никто не будет обслуживать. Мы один на один со всей этой техникой. Еще покупать холодильник, еще покупать стиральную машину. Его как-то надо убирать, мыть. И летом охлаждать тяжело. Мгм. Да, и Он в затворках. Он далеко на достаточно. каких от дома. затворах? Какой 15 минут на автобусе ехали? 6 остановок на автобусе до даунтауна. Ну да. Ну, 15 минут езды, и ты прям в мэрии Тайчжона. Давай, еще можешь придумать Тут дети что-нибудь? на мотоциклах катаются. Тут дети нам... да, точно, вот это косяк. Вот. Залет прям. Мы не хотели жить в большом доме. Да. У нас сейчас большой дом будет. Да. Мы не хотели жить за городом. Ну, за городом. Мы не хотели совмещать работу и дом. Да. Нет, мы совмещаем опять. Мы опять возвращаемся к тому же. От чего хотели отказаться? Да. Мы просто в теплых... Шикарно. И вообще это супер дом. Ты хотел, чтобы мебель была новая, там все старое. Слушай, Всё. там реально мебель деревянная, Деревянная, и плетеная. Да. Ты в своем уме, ты только что посмотрела просто какой-то этот самый замок. Черт побери, причем, заметь, без пафоса. Это шикарное место, крутейшее просто. Ну вот как-то так, короче, у нас идет обсуждение дома. А вот тебе, смотри, как ты хотела. 5 минут ходьбы, оживленная улица. Вон тебе, смотри, хавчик, вот хавчик. Что там тебе надо было? Вон шмотки. Вот, жизнь, блин, вот она. Смотри, вон 7-Eleven.
Все? Все как хотелось? Очки вон. 28 тысяч НТ. Это дороговато. Это цена квартиры. Трехкомнатной квартиры. За такой огромный дом. Дом, офис, склад. Все в одном. Спокойный, тихий район. Там, где ребенок может гулять задним, черт побери, двором.